Путину грозит второй срок. Россия просыпается под звуки войны, мошенники атакуют депутатов Госдумы, а президент Байден принимает бюджет без Украины и Израиля. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Взрывы в Смоленске и Севастополе, паника в местных чатах и, конечно же, идеальная работа ПВО. На самом деле нет. Оккупанты меняют тактику в Херсоне, обстрелы становятся еще сильнее. Кризис в Западной Азии может породить новые военные конфликты. В связи с инцидентами, происходящими в Западной Азии, возникают новые вызовы. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии, не забывайте подписываться на наши странички. Поехали! Российский Смоленск проснулся от взрывов. В сети местные жители постят видео с беспилотниками. Местные чаты в панике обмениваются информацией о взрывах, что где прогремело. В России, оказывается, тоже идет война. В Волгограде взрыв на заводе по производству радиаторов. Не только на оккупированных территориях происходят подобные вещи. К слову, Севастополь тоже встречал воздушные цели работой ПВО. Местный гауляйтер пишет, что сбили 2 воздушные цели. А вот как действуют оккупанты с населением во время тревог. Просто выгоняют всех на улицу. Всех выгнали на улицу. В бомбоубежище никто никуда никого не проводит. Как доехать или дойти, транспорт не ходит. Сами оккупанты тем временем берегут снаряды, говорят в украинских силах обороны. Они уменьшают количество обстрелов за счет увеличения плотности огня. Оккупанты пытаются компенсировать количество качеством. За прошлые сутки, например, очень мощный обстрел Белозерки и самого Херсона. Они пытаются сконцентрироваться на определенных населенных пунктах для того, чтобы не распылять свои усилия по всему правому берегу. За минувшие сутки 3 человека погибли от таких бомбардировок, 15 раненых. Оккупанты очень прицельно начали бить по объектам гражданской инфраструктуры – кафе, больницам, библиотекам, школам. И по всем этим объектам они наносят мощные концентрированные удары. Как раз по тем секторам, где могут находиться люди, уточняют в оперативном командовании. Путину может грозить еще один ордер от Международного уголовного суда, теперь за создание умышленного голода, к которому РФ готовилась. Об этом пишут в своем ежегодном отчете международная юридическая компания по правам человека Global Rights Compliance. Авторы указывают, что Россия действительно готовилась вывозить украинское зерно и хотела создать искусственный голод в стране. Организация голода теоретически может быть представлена как одним из способов совершения геноцида. Однако на сегодня мы в международных любых юрисдикциях видим скорее скептическое отношение к возможности квалифицировать действия Российской Федерации как геноцид. Именно в свете того, что очень скудная практика и очень сложная система доказывания. Ну и в принципе, когда про геноцид формулировали в международно-правовых документах, делали много оговорок, которые включают в себя необходимость доказывания намерений и реальных действий уничтожить полностью определенную группу, в том числе и прежде всего по национальному признаку. Если мы посмотрим на потенциал аграрной Украины, учитывая, что даже после полномасштабного вторжения мы продолжаем экспортировать зерновые и, соответственно, не то, что о голоде речи нет, а речь идет о том, что у нас профицит с точки зрения аграрной продукции. Мы много слышим про проблемы наши с экспортом. У нас нет проблемы дефицита продовольствия, у нас есть проблема невозможности его вывести за границу и выгодно продать. Поэтому в совокупности представить себе, что, например, Международный криминальный суд в Гааге сегодня на тему голода выкатит подобного рода обвинения, честно говоря, тяжело, чисто с политических соображений. Россия готовилась к этому еще в 2021 году, а первые танки и техника во время начала вторжения целилась намеренно по полям и инфраструктуре производства продовольствия. Так считают авторы отчета. Но будет ли это достаточными доказательствами для Международного уголовного суда? Посмотрим.
Россия готовит Майдан-3, так называется план по расколу украинского общества, так как Майдан Россия видит исключительно как переворот. Им нужно создать хаос внутри страны и в итоге устранить президента. Это слова Владимира Зеленского, которого цитирует Bloomberg. Президент Украины говорит, что это подтверждают и разведывательные службы стран-партнеров. Несколькими днями ранее об этом же писало издание Online.ua, ссылаясь на свои источники. Якобы Россия уже с 1 ноября начала операцию по дестабилизации Украины. Запланирована операция на ноябрь-декабрь этого года, и курирует ее заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко. Идеологом стал Владислав Сурков, о котором мы уже почти забыли, а он есть одним из авторов проекта «Новороссия». Депутаты Госдумы массово получают звонки и сообщения от мошенников. Им пишут от лица руководителей и пытаются выманить информацию или занять денег. Один из таких пострадавших, депутат Гусев, он показал скриншоты переписки каналу Мэш. Встреча, о которой говорится в этой переписке, так и не случилась. С чем связана такая массовая атака мошенников на российских депутатов, пока непонятно. Москва не лишилась прибыли из-за войны, пишет Bloomberg. Западные санкции не способны уменьшить поток прибыли от продажи нефти, и в последние несколько месяцев прибыль только растет. Теперь «Большой семерке», скорее всего, придется принимать какие-то агрессивные решения. Раньше они могли ограничиться установкой потолка цен на нефть. Но, похоже, это не сработало. Судовладельческие компании суда, участвующие в торговле российской нефтью и пользующиеся услугами провайдеров Price Cap Coalition, должны полностью осознавать, что мы будем привлекать их к ответственности за несоблюдение требований. Мы намерены поддержать стабильность рынка, несмотря на войну России против Украины, сокращать прибыли, которые Кремль использует для финансирования своей противозаконной войны, и неуклонно преследовать тех, кто способствует обходу ценового ограничения. Дыра в немецком бюджете сделала невозможным выделение Украине 8 миллиардов евро. По крайней мере, пока. Об этом пишет Reuters. Правящая коалиция пытается залатать возникшую дыру. Многие сферы пока остаются в подвешенном состоянии. И окончательное обсуждение бюджета на 2024 год тоже пока приостановлено. Все из-за того, что Конституционный суд Германии заблокировал перевод сэкономленных за время ковидного карантина средств на экологические инициативы и поддержку промышленности. Вчерашнее решение – это тяжелый вызов для этой отрасли, поэтому мы должны найти деньги в другом месте. Президент США подписал временный бюджет страны без поддержки Украины и Израиля. Законопроект о краткосрочном государственном финансировании Джо Байден должен был подписать для того, чтобы избежать остановки работы правительства. Бюджет, подписанный им, включает только статьи, необходимые для финансирования приоритетных отраслей, таких как военное строительство, поддержка ветеранов, транспорт, жилищное строительство и энергетика. Все это до 19 января. Остальные функции будут финансироваться до 2 февраля. То есть принятие бюджета не за горами снова. Кризис в Западной Азии может породить еще больше конфликтов, так считает индийский премьер-министр. Уровень угрозы для гражданского населения, как во время конфликта на Ближнем Востоке, заставляет задуматься о вероятности других конфликтов в регионе. В связи с инцидентами, происходящими в Западной Азии, возникают новые вызовы. Индия критикует чудовищную террористическую атаку на Израиль, произошедшую 7 октября. Наряду со сдержанностью мы делаем упор на диалог и дипломатию. Сейчас настало время, когда страны Юга должны единодушно выступить за всеобщее глобальное благо, для того, чтобы земля была единой, семья единой, будущее единым. Мы должны двигаться вперед по пути 5С. Когда я говорю о 5С, я подразумеваю консультации, сотрудничество, коммуникацию, творчество и наращивание потенциалов. Тахал удивлены тем, что удалось обнаружить в госпитале Аль-Шифа в Газе, но до тоннелей пока дело не дошло. Об этом говорит министр обороны Израиля. Я прибыл сегодня в штаб дивизии, спецназ которой действует и на территории больницы Аль-Шифа. Там есть значительные находки. Операция продолжается, и она проводится точно, выборочно, но очень-очень решительно.
Чем больше мы будем углублять эту операцию, усиливать давление на Хамас, уничтожать все больше штабов, разрушать все больше туннелей, ликвидировать все больше оперативников и уничтожать все больше руководителей организации, тем больше шансов вернуть наших заложников. Потому что этот враг понимает только силу. По словам премьер-министра страны, есть веские доказательства присутствия террористов в больнице в Газе. Но Хамас опровергает все это. В организации заявляет, что ни центров управления, ни оружия в Аль-Шифе нет. Все это оружие не находилось в Шифе. В этой больнице нет ни центра, ни пункта управления Хамас. Мы постоянно избегаем всех больниц. Израильтяне, они говорили это о больнице Рантиси. И они лгали. Они сказали это о больнице Аль-Кудс. И все поняли, что они лгут. И сейчас все наблюдают за их ложью. Даже при поддержке администрации Соединенных Штатов, что очень глупо и бестолково. Потому что нельзя верить Нетаньяху, который лжет, и все это знают. Китайский лидер продолжает важные встречи на высшем уровне. Теперь он встретился с премьер-министром Японии. Как минимум обсудили важные детали слива охлаждения с атомной станции Фукусима. Процесс, который вызвал большие споры и даже запрет на торговлю рыбой с Японией. Я хочу подчеркнуть, что для всех стран, включая Китай, совершенно оправданно, разумно и необходимо принимать соответствующие превентивные и ответные меры для обеспечения безопасности пищевых продуктов и здоровья населения. Я надеюсь, что Япония и Китай, двигаясь навстречу друг другу, подойдут к этому вопросу конструктивно и путем переговоров и консультаций найдут практический способ решения проблемы сброса загрязненной воды с АЭС Фукусима в океан. Все дело в том, что ученые, которые рассчитывали процесс слива вод из аварийных реакторов, говорят, что доля радиоактивности там намного меньше даже обычных норм. Но официальный Китай резко высказывался против. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Жду от вас лайков, комментариев и репостов. Любой реакции. Это очень важно понимать, как вы относитесь к тем или иным новостям, которые мы рассказываем. И жду, что вы подпишетесь на наши каналы. Это важно и совершенно несложно. На этом все. До встречи. Хороших вам новостей.